Для тех, кто не в курсе, Warmila — это не очередной китайский ноунейм. Это бренд, который своей работой над постоянным совершенствованием продукта заслужил занять одно из топовых мест в мире клавиатур. Это механическая клавиатура, и знаю, что этот сегмент клавиатур не из дешевых, но в течение следующих 5 минут я вам объясню, почему она оправдывает свою стоимость. С вами, как всегда, Сева Приходько, и сегодня мы поближе рассмотрим винтажную клавиатуру для геймеров и не только, Warmila VA108M SMIC. Поехали! Начнем с распаковки, и первое, что нам попадается в глаза, это всюду пластиковая защита, причем скорее не так от удара, как от попадания пыли. Кстати, если у вас есть большая морозилка, то можно залить этот пластик водой, и будет лед для коктейлей на вечеринке программистов. Далее у нас здесь USB кабель для подключения клавы. Он длиной всего 1,5 метра, и если откровенно, то мне его не хватало. Потому что когда я обычно прихожу домой и ставлю ноут где-то на расстоянии 1 метра, я все к нему подключаю, а тут нужно было ставить его гораздо ближе, потому что провод был прям в натяжку. Если же мы говорим об использовании стационарного ПК, то аналогично он должен быть где-то рядышком, или нужно будет использовать удлинитель USB. Кроме того, немножечко непонятно, почему у нас здесь micro-USB. Это, конечно, несущественно, но все же приятнее было бы видеть здесь USB Type-C. Интересно почитать в комментариях, что вы думаете по этому поводу. И, кстати, раз вы уже там, не забудьте прожать лайк. Я прям подожду, пока вы ставите лайк и подписку. Сделали? Поехали дальше. Дополнительно в комплекте у нас есть серенькие такие кейкапы, а также есть модный кейкап-пулер. Почему модный? Потому что в отличие от других моделей он не пластиковый, а металлический. Ну и конечно же у нас в комплекте есть сама клавиатура. Из коробки у нас здесь установлены цветные клавиши на кнопках Alt, Windows, Ctrl, Shift. И можно, конечно, их заменить на серые, но я не советую. Мне кажется, серыми будет слишком нудно. На этой модели Warmila стоят свечи Silent Red. Для тех, кто не в курсе, то в целом механические клавиатуры достаточно громкие, но на этой я играл даже ночью, и все равно она не создает много шума. Давайте я вам лучше это продемонстрирую. Сама клавиатура сделана под дерево. Вот здесь можно даже увидеть текстуру, но если по-честному, то, конечно же, это пластик. Хотя, справедливости ради, стоит заметить, что весит она как деревянная. Вес ее 1230 грамм, это больше, чем сейчас весит ультрабуки. Производитель говорит, что специально сделали ее массивной, чтобы во время какой-то ожесточенной катки клавиатура у вас не скользила по поверхности, и она действительно вообще не скользит ни на миллиметр. На самом деле, даже если вы работаете в офисе и любите эстетически красивые винтажные вещи, то она вам тоже подойдет. На клавиатуре очень приятно печатать, короткий ход клавиш и их быстрое возвращение плюс тактильный отклик позволяет печатать еще быстрее, например, по сравнению с мембранкой. Единственный недостаток, который я заметил во время эксплуатации, но вначале он для меня был прям супер существенный, это то, что я, например, привык использовать клавиатуру на максимальной высоте. Конечно, регулировочка здесь есть, и сцепление с поверхностью здесь идеальное, и кто бы мог подумать, что это будет недостатком, но когда вот она в развернутом состоянии, и вы садитесь за нее играть, то достаточно сделать небольшое усилие снизу, и происходит вот так. Вначале меня это дико бесило, но, как оказалось, это просто дело привычки. Примерно за 3-4 дня я привык не давить на вот эту нижнюю часть, и тогда можно нормально ее использовать. Кроме этого недостатка, клавиатура сделана на совесть, особенно это чувствуется при тесте на скручивание. Тут нету зазоров и вообще ощущение, что сейчас что-то сломается. И, кстати, вот эти оригинальные надписи тоже изготовлены по специальной технологии сублимации. То есть пластик нагревается, и пока он еще не затвердел, на кейкап наносится краска с латиницей и кириллицей, и вытереть эту краску можно разве что, я не знаю, напильником, потому что она является уже частью пластика. Это, с одной стороны, круто, а с другой стороны, в клавиатуре, конечно же, есть подсветка, и через вот эти клавиши она не просвечивается. Поэтому в темноте видны контуры, но не видно надписи на клавишах.
Вначале я думал, что это опять-таки недостаток, но если откровенно, то этого просто не замечаешь. Например, в темноте, если вы играете в игры, то вам не нужно смотреть прямо на каждую клавишу. Так подсветки хватает, чтобы просто найти там Ctrl, Shift, пробелы и прочее. Если же мы говорим о кейсе использования, когда вам нужно что-то напечатать, например, как я писал этот сценарий ночью, то хватает света от монитора, плюс все-таки подсветка в клавиатуре есть. И у нее есть 4 уровня ее подсвечивания, или мы можем ее просто выключить, а также здесь есть 2 режима. Она или постоянно светит, или она светит с периодическим таким затуханием. Все это контролируется комбинацией клавиш FN плюс стрелочки вверх-вниз. Это мы регулируем с вами яркость, а режимы переключаются с помощью клавиши FN плюс стрелочка вправо. Ну и напоследок такие приятные детали, скажем. В правом верхнем углу клавиатуры у нас здесь есть 4 кнопки. Здесь можно включать музыку, хотя я пользуюсь, как я думаю, и большинство стриминговыми сервисами, потому я ее не использовал. Далее у нас есть почта, и тут аналогично я пользуюсь через браузер, но может быть кому-то это будет полезно. И далее у нас идет калькулятор и мой компьютер. Вот эти уже 2 клавиши мне пришлись по нраву. Кроме того, здесь есть, скажем, стандартные функциональные клавиши регулировки громкости, переключения треков и тому подобного на F-ках. То есть мы нажимаем FN плюс F7 или F8, переключаем треки в любом проигрывателе и в том числе в любом стриминговом сервисе. Я знаю, что первое, что бросается в глаза при выборе клавиатуры, это, конечно же, ее цена. И эта модель, я не могу сказать, что прям дешевая, но если вы цените качество, современный дизайн, комфорт при эксплуатации, то при выборе советую присмотреться и к Warmila. С вами был Сева Приходько. Обязательно подписывайтесь на канал. Будет еще приятнее, если расскажете о нем друзьям. Или пишите комментарии под видео. Я прям все стараюсь читать и отвечать вам. Не забывайте про лайк. Ну и как всегда, скоро увидимся.